Приветствую подписчиков и гостей канала, и это заключительный видеоурок по языку Leo. Сегодня мы познаем всю мудрость командной строки, и это очень сильно упростит работу нам при написании каких-то программ на языке Leo. Поэтому давайте приступим. Открываем Aleo Studio. Представим, что у нас не было до этого никаких абсолютно проектов, мы видим следующую картину. И мы хотим начать работать с командной строкой. Что нам для этого нужно? Ну, открывается терминал сверху вот здесь вот. Тыкаем на терминал, затем на новый терминал. У нас открывается, собственно, сам терминал. Чтобы пользоваться командной строкой, необходимо установить некоторые файлы. Вы можете увидеть весь процесс установки в моем медиуме. Все это я описал в статье, поэтому сейчас на этом не будем заострять внимание. Перейдем непосредственно во вкладку Aleo Studio, где бы она у вас ни находилась. Делается это с помощью команды cd. И чтобы ускорить написание, мы можем написать первые буквы нашего каталога и затем использовать Tab. Вот Aleo Studio. Здесь мы будем создавать свой новый каталог, своей программы. Собственно, первая команда, которую мы сегодня изучим, это Leo New. И она создает новый каталог, новый файл нашей программы, ее исходный код. И после этой программы задаем, собственно, название. Давайте назову ее просто Project. И командная строка уведомит нас о том, что все было сделано правильно. Давайте посмотрим. Вот Aleo Studio, собственно, наш файл, и вот Project, уже созданный каталог. Тут лежит исходный код нашей программы и все, что нам нужно. Входные данные, readme файл и так далее. Ну а чтобы открыть ее в Aleo Studio, это уже делаем мы, конечно же, вручную. Находим Aleo Studio, наш Project и Main Leo. Вот у нас открылось. Уже автоматически созданный какой-то код, и здесь мы можем, собственно, писать его. Следующая команда — это Leo Init. Она создаст проект в уже существующем каталоге. То есть, допустим, у нас есть уже какой-то существующий каталог, можем назвать его как-нибудь, просто New его назову. И нам надо будет перейти в этот каталог. И здесь с помощью команды Leo Init мы инициализируем, уже создаем исходный код. Вот такая вот команда. Но давайте будем работать с нашей первым созданным каталогом. Поэтому перейдем обратно в него. Чтобы это сделать, мы пишем также команду cd и две точки. Мы перешли обратно и зайдем в наш проект, первый созданный. Следующая команда, которую мы изучим, это будет Leo Build. Давайте для наглядности что-нибудь выведем в консоль, например, нашу переменную c. И пишем команду Leo Build. Собственно, она компилирует нашу программу и выводит результаты в терминал. Как видим, все вывелось. И также у нас создастся в нашем каталоге папка Outputs. Следующая команда — это Leo Watch. Она перекомпилирует нашу программу. Лично я не понимаю, зачем она нужна, потому что у меня на ней все зависает. Как видите, я ее запускаю, и командная строка останавливается. Сколько бы я ни ждал, это не прекращается, поэтому давайте пропустим просто эту команду, заново откроем наш терминал. Если кто-то разберется в этой команде, прошу написать в комментариях, это было бы очень полезно. Следующая команда — это Leo Test. Ну, тут все просто, мы также заходим в наш проект и отсюда запускаем программу. Запускается она в режиме тестирования, и все вводится на экран, и нас уведомляют о том, что тестирование прошло успешно. Следующая команда — это Leo Setup. В чем суть ее? Она запускает нашу программу и создает подтверждающий ключ и ключ проверки.
Собственно, все это мы можем увидеть. Сначала просто компилируется наша программа, и затем нас уведомляет о том, что в нашем каталоге Outputs создались ключи. Можем это увидеть. Вот они. Следующая команда — это leoproof. Она также компилирует нашу программу и проверяет каталог build на наличие существующих ключей. И затем создает доказательства. Собственно, эти команды делают абсолютно то же самое, что и прошлые наши команды, проверяя наши ключи, и затем создает доказательства. Команда leorun. Она проверяет доказательства в нашем каталоге. Собственно, также компилирует всю нашу программу, за исключением того, что она проверяет доказательства и затем сохраняет выходные данные нашей программы с расширением out. Собственно, с запуском программы на этом все. Следующая команда, которую хотелось бы мне вам показать, это Leo Login. С помощью нее мы зайдем в Aleo Package Studio. Давайте перейдем в браузер и покажу вам, что это такое. Собственно, вот Aleo Package Studio. Перед тем, как пользоваться ей, нужно зарегистрироваться. Я уже все это сделал. И вот мой профиль. Зайти в профиль можно с помощью командной строки. Для этого мы пишем Leo Login, затем flag U, username, и пишем свой username. Затем flag P, password, и пишем свой пароль какой-то. Собственно, так мы зайдем и сможем использовать пакеты, либо загружать свои. Если вы все сделали правильно, то вам об этом напишут. Верификация прошла успешно. Ну и также есть команда Leo Logout, которая делает логично все наоборот. Собственно, мы зашли, у нас это покажет. Здесь будет наш аккаунт указан в правом верхнем углу. Теперь мы можем добавлять какие-либо пакеты. Допустим, мы выбрали какие-то пакеты в Aleo Package Studio. Неважно, допустим, вот такой вот. Можем прямо-таки отсюда скопировать команду. Нам тут об этом напишут. Копируем и пишем ее в нашем терминале. Ах да, нам надо теперь зайти в наш проект, потому что добавляем мы импорты именно в, собственно, наш проект. Пишем снова нашу команду. И нас уведомят о том, что все прошло успешно. Теперь мы можем импортировать наш пакет прямо-таки в нашу программу, как мы это делали в прошлом видеоуроке. Следующая команда может нам помочь удалить скачанный пакет. Допустим, он стал нам ненужным. Делается это с помощью команды Leo Remove. И затем пишем название скачанного нашего пакета. Собственно, называется он таким образом. Если в прошлый раз мы писали имя и название пакета, то теперь просто пишем имя. И нас уведомят о том, что пакет удалился. Можем это проверить. Папка пустая. В папке Imports больше нет никаких импортов. Следующая команда — это Leo Publish. Она публикует в Aleo Package Studio уже наш собственный пакет. Допустим, мы хотим его оставить на всеобщее обозрение, чтобы люди пользовались. Пишем команду. И нас уведомляют о том, что программа компилируется и создается zip-файл. Создается он в каталоге Outputs с расширением zip. Собственно, все абсолютно то же самое, zip-файл нашего проекта. И через какое-то время
И через какое-то время наш пакет появится в нашем профиле во вкладке My Packages. Я уже создавал один пакет. Единственная проблема, я не понимаю, как его удалить. Ради теста я его создал, можем посмотреть на него, зайти. Тут нам укажут также команду, с помощью какой мы его можем установить, но удалить кнопки я, собственно, не вижу. Если также обнаружите, как это можно сделать, расскажите об этом в комментариях. Следующая команда — это Leo Clean. Она очищает директорию outputs, оставляет только, конечно, zip файл, но все остальные файлы удаляются. Также есть команда Leo Lint, которая полностью очищает наш каталог. Ну и также существует еще две команды, которые еще, к сожалению, не реализованы. Это Leo Lint, которая очищает полностью наш исходный каталог, и Leo Deploy. Последняя команда на сегодня — это Leo Update. Можно догадаться из названия команды, что она делает. Она проверяет обновления языка Leo, и если они есть, то она их устанавливает. Собственно, нас об этом уведомят, что уже существует, либо не существует последняя версия, и начнется обновление. Собственно, на этом все. Командная строка — это супер важная вещь, супер удобная, ну и, собственно, супер простая, как мы можем заметить из этого видео. На этом наши видеоуроки по языку Leo закончены. По крайней мере, эти 6 уж точно базовых уроков. По мере обновления языка будут выходить новые видео, поэтому обязательно подписывайтесь и следите за этим. А я с вами на этом прощаюсь. Спасибо за просмотр, ставьте лайки. Всем пока!